Это просто реально гениально. Кстати, так это просто как арт-объект, можно сказать. Где взяла? Выглядит. Угу. Вот вроде боремся за все натуральное, но по сути даже вино пролили и все. Плитка, я смотрю, интересная плитка. Где вообще ты ее нашла? Всем привет! Сегодня я нахожусь и в коридоре, и в кухне одновременно. Интересно смотреть? Тогда пойдемте смотреть, как живут другие в этой квартире. Итак, мы в гостях у Оли Квин Маркес. В однокомнатной квартире площадью, Оль? 35 квадратных метров. Потолки. После поднятия стяжки, наверное, осталось 2,60. У меня все для низкорослых получилось. Идем на кухню. Идем на кухню. Оля делала все сама, правильно? Весь дизайн. Далеко идти не пришлось, да. Я живу с ребенком одна, поэтому получилось так, что мне понадобилась дополнительная комната. И я стала думать, а где же сделать кухню, которая как бы мне не нужна такая огромная, какая она тут подразумевалась. Ну, огромная в кавычках. Поэтому у меня как бы вот входная дверь и вот сразу раковина. Так что вот такая небольшая кухня, но, собственно говоря, все компактно, все поместилось. И я пользуюсь и радуюсь. Слушай, ну это гениально, мне кажется, перепланировка. Реально, я такого ни разу не видела. И я сама просто жила в условиях однокомнатной 33-метровой квартиры вчетвером. Я прекрасно понимаю, это просто реально гениально. Мы так тоже когда-то жили, да, но раньше никто не задумывался над тем, что можно из мокрой зоны реально сделать комнату. А у меня получилась полноценная детская. Но, а в коридор реально не коридор, он здесь был большой. Делать просто очередной хламовник, куда складывать реально вещи, мне не хотелось. Но когда я стала планировать, так как я сама, да, в состоянии была это сделать, я вычертила эту кухню и поняла, что, в общем-то, у меня все помещается. Фанат посудомойки я никогда не была, но у меня есть полноценная духовка, как бы полноценная раковина, нормальная плита и достаточно большая разделочная поверхность. Духовка есть, здесь как бы тоже все хорошо, тут большой, ну можно было выкатной сделать шкаф и, собственно говоря, раковина, но для того, чтобы подвести сюда мокрую зону, мне пришлось ставить здесь насос, потому что стояк находится далеко. И от этого пришлось поднимать стяжку пола, чтобы был уклон трубы. То есть немножко такие технические были заморочки при этом переносе, но, собственно говоря, это все решается достаточно легко. Так, а насос это дорого? Они идут в зависимости от мощности, ну, по-моему, от 10 до 15. Единственное, он создает небольшой шум, то есть когда вода набирается, он так делает такой бжж. Вот. Но к этому привыкаешь, это не постоянно вода не течет, так что это он занимает тут немного места, вот, собственно говоря, он стоит, этот насос небольшой. Такие же насосы ставить, если вы хотите, допустим, толчок поставить на балкон. То есть это тот же самый насос. Ага. Так, а насчет материалов на кухне. Интересное дерево, это... Это пластиковая столешница. Пластиковая, ничего Да, то есть себе. это пластиковая. Ванная я сделала из натурального дерева, а здесь из пластика, потому что реально натуральное дерево очень ко всему... Оно видели все мы эту впитывает. доску из Икеи, которую разъела вода. Вот, да, то есть как бы на столешнице ванны можно увидеть, что происходит. То есть масло пролила, даже какое-то косметическое. Вот там тоже столики купила, тоже буквально в воду пролил, уже пятна. Поэтому мне кажется, пластик это хороший вариант, но хотелось под дерево. Поэтому как бы вот я такой вариант буду также в дальнейших дизайнах использовать, потому что мне нравится такой стиль. Вообще стиль я делала все такое. Ну, я не хочу называть это Скандинавия, но мне хотелось черный, белый, дерево. Я плюс-минус придерживалась всей этой темы везде. То есть, ну, белый не совсем белый, черный не совсем черный, но вот как бы эта тема через всю квартиру прослеживается. Плитка, я смотрю, интересная плитка. Где вообще ты ее нашла? Плитку я купила в твоем доме, это какая-то итальянская компания, вот такая же плитка в ванной. Мне, как я выложу фотку, постоянно спрашивают, что это за плитка. Это не маленький отдельный сот, это вот такие достаточно большие квадраты. И стоила эта плитка 1006, наверное, за метр, но тут не так много, а хотелось красиво. И когда играет свет, вот это обычная светодиодная киевская лента, тут так красиво подсвечивается и очень эффектно смотрится. Кстати, насчет того, как ты это спроектировала, расскажи пару слов о своей деятельности. Я занимаюсь тем, что я рисую интерьерный скетч, то есть как бы интерьер, он в целом на протяжении последних 10 лет в моей жизни плотно присутствует. Но конкретно дизайном квартир я не занимаюсь, так как у меня на это просто нету времени и сил.
Я просто для дизайнеров рисую скетчи на заказ и учу делать то же самое. То есть, когда я ушла в декрет, я стала больше заниматься обучением рисовать скетчи. И когда встал вопрос, что надо придумать дизайн этой квартиры, пользоваться вот этими всякими дизайнерскими программами, я не умею, и мне это не надо, поэтому я просто села, все и нарисовала. Так что, если вы хотите также придумать свою квартиру, я могу вас также научить рисовать, вы придумаете идеи и будете потом здесь жить. Нарисуем, будем жить. Ну, то есть вы понимаете, да, если вы делаете ремонт, и вы хотите сделать сами, то можно попробовать вот обучиться и действительно подойти к этому творчески, правильно, красиво. В общем-то, переходите. Оль, сзади тебя глянцевая стена. Как? Сзади меня глянцевая стена, это Little Green, просто глянцевая краска, то есть у них можно выбрать мат, полумат, супермат и глянец, то есть здесь я выбрала глянец. Это, как вы видите, в принципе, оно расширяет пространство. Да. В этой квартире, квартира маленькая, у меня очень много глянца, это зеркала, это стеклянные двери везде, практически где только можно, зато мы везде отражаемся и создается ощущение, что больше пространства. То есть именно вот эта какая-то идея, она совершенно интуитивно пришла мне в голову. И я тоже хотела обратить внимание на то, что до верха кухни, она высокая и глянцевая, и реально это расширяет, действительно, что мы отражаемся, я вижу окно, я вижу мыло, видим лампочки, да, то есть тоже создается ощущение, что длиннее коридор вот этот выглядит за счет вот этого всего отражения. Так что используйте фишку, тут два разных цвета, это кухня Дядькова была, в общем-то не сильно дорогая, но выглядит эффектно. А наверху это что? Это микроволновка. Микроволновка, тут узкий шкаф, выбор микроволновок, конечно, для таких узких шкафов крайне маленький, и они очень убогие. Фирма Hansa нормальная? Фирма нормальная, но я, наверное, просто с ней не разобралась. И вот смотрите, мы продолжаем находиться в зоне прихожей, то есть вот она кухня и вот она прихожая. Я вижу интересную вешалку, серенькую. Да, вешалка. Я сначала не поняла, что это вешалка. Да, то есть, за счет того, что висит сумка, я поэтому оставила, чтобы было видно, можно их достать, а так это просто как арт-объект, можно сказать. Где взяла? Выглядит. Я купила ее в каком-то интернет-магазине, а-ля вот где какие-то чуть ли не подарки. Кто-то ко мне приходил, говорит, а ты это там в Хофе купила? Я говорю, нет, но, видимо, там тоже это есть. Так, а полы? Из чего сделано? Керамогранит. Но форма такая достаточно сложная, мои рабочие задолбались ее класть, потому что, это же каждая отдельная плиточка, то есть тут надо было этот рисунок. Но полы вот, впитывают они, потому что вот там ребенок нарисовал карандашом, сложно отмывается, потому что он такой шершавый. Это вот такой же материал, так как он полунатуральный идет, так же как с натуральной деревяшкой, начинает в себя впитывать. Вот вроде боремся за все натуральное, но по сути даже натуральный мрамор, вино пролили и все с концами. Скажи, есть минусы или нет? Я привыкла. То есть я понимаю, что требовать от этой квартиры, чтобы в ней было куда сложить много обуви, а зачем? То есть у меня маленький пылесос, у меня мусорка, все здесь помещается, одежду сюда мы вешаем то, что сейчас носим, сейчас на улице 30 градусов, мы сейчас ничего не носим, как выглядит. А так, в принципе, идти недалеко, и вот здесь я в шкафу храню вот эти куртки, которые сейчас. А которые совсем зимние, они где-то вот в коробках наверху. То есть все можно решить, придумать. И по поводу холодильника, вот он, собственно говоря, вот здесь прячется холодильник. Класс. Это все, та же самая корпусная мебель и, соответственно, морозилка. А здесь просто шкафчик для хранения. Ведь в этой квартире была своя родная кухня. Была своя родная кухня, да, такая прямо древняя бабушка моя здесь еще жила. Покажи ее, что с ней стало? С этой кухней стала детская. Метров, наверное, 11 или 13, я так толком не помню. То есть вот по этой стене стояла кухня, мокрое место, понятно, раковина была здесь. И тут на протяжении многих лет жили люди, которые здесь обедали, ужинали. И даже спали, здесь стоял диван. То есть двери здесь не было. И вот, я сделала детскую, потому что я понимала, что мне нужно, ребенку отдельное пространство, мне отдельное. Так что теперь здесь детская. Запахов нет? Запахов нет. Когда другие готовят, не... Нет, честно говоря, ни разу не встречала. Вентиляционную решетку я оставила, потому что это нельзя закрывать, вот она замаскированная, вот черненькая сделана. Да. Но тьфу-тьфу, никогда с запахами ни с какими не сталкивались. Так, грифельная стена, дверь, откатная дверь, прекрасно.
чтобы сохранить пространство. Собственно, Да. такие двери были сделаны. И здесь вот у меня художник мой юный рисует на этой стене. Ну, также можно художество закрыть. Специальная краска для этого? Вообще есть специальные краски, да, для стен меловых, но у меня это просто матовая краска интерьерная, в которую выкрашены все стены. Здесь все стены выкрашены, ну, в разный цвет. Черная, серо-голубая, светло-молочная, которая с окном, ну, там, где батареи видно, и другой оттенок серого. И краска одна и та же. То есть вполне можно теоретически не только на черной стене рисовать, но если вы хотите, можете сделать бордовую, рисовать на бордовую. То есть не обязательно покупать какую-то... Не обязательно покупать, потому что, ну вот, мы живем 1,5 года, как бы со стеной ничего не случилось. Ну, остаются, конечно, следы, но это на любой стене. Часто рисуете? Ну, судя по тому, что здесь так нарисованы, вполне. Ну, сейчас вот просто помыто, а так, ну, не часто. Он про нее забывает, слава богу. Ну, интересно. Так, ну тут что мы видим в детской? Столик Икеа, стульчики. Маленький принц тут у нас. Фотки. Звездочки Очень мило. с Алиэкспресс, вот эти вот, которые блестящие на стене, вот эти. Вот это маленький принц тоже Алиэкспресс. Комод это в Мазерке покупали еще, когда маленькая кроватка была. Кровать в Инстаграме. Да, я так и поняла сразу. Вот, то есть, ну, такие кровати, да, у нас были. Как бы, я вообще как бы человек домашний, поэтому человек Инстаграма. Кровать в Инстаграме, лев в Инстаграме, кресло в Инстаграме, Ташоти, ящики тоже в Инстаграме. То есть, как бы, если пробежаться по моему хэштегу Sweet Home и там смайлик, но если посмотреть в моем личном аккаунте, то там на фотках отмечены конкретные магазины, где можно купить коврик новый из H&M Home. Так что вот, в общем, все так. Шторы все тоже икеевские, то есть здесь можно сделать полную ночь. Как бы ребенок у меня любит спать, как бы, когда совсем темно. Да. Если мы закроем дверь, то у нас будет здесь темнота. Ну что, набрались идей. Надеюсь, вам очень понравилась эта кухня, потому что мне действительно она понравилась, особенно за оригинальность решения, просто 10 баллов из 10. Пишите ниже комментарии, ставьте свои лайки и, конечно, переходите к Оле в профиль. И я думаю, что для тех, кто делает ремонт, она крайне полезна. В общем, жду от вас ниже комментариев. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока!